Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева примут участие в показательных выступлениях на московском этапе Гран-при. Об этом сообщается в афише к соревнованию. Друзья, хочу вас ознакомить с очень интересным и даже душевным анализом программы, которую воплотила наша прекрасная олимпийская чемпионка Алина Загитова. Алина Загитова – идеальная эсмеральда. Эту программу Алина Загитова вместе с тренерами готовила к чемпионату мира 2020 в Монреале. Она должна была показать эсмеральду в рамках гала-шоу, по случаю вручения первого фигурно-катательного Оскара, но тот чемпионат был отменен вместе с шоу и вручением наград. Так и вышло, что зрители ждали премьеры программы более полугода. И по Загитовой на льду успели соскучиться, последний раз она выступала еще в декабре 2019 года в финале Гран-при. Внешнее сходство и попадание в образ. Если рассматривать визуальную сторону новой программы, попадание в образ Эсмеральды у Загитовой, конечно, вышло прицельное. Причем у нее получилось бы вписаться в обе трактовки главной героини собора Парижской Богоматери. По роману Виктора Гюго, Эсмеральда была блистательно чиста и невинна, в интерпретации мюзикла превратилась в роковую красотку. При всей своей доброте, наивности и способности сострадать. Так и Алина, при своей ослепительной красоте она совершенно лишена напускной сексуальности. Она ведет себя как девушка, не догадывающаяся о том, какое сильное впечатление способна производить на окружающих. Она была невысока ростом, но казалась высокой, так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем у ее кожи появлялся чудесный золотистый оттенок, присущий андалузкам и римлянкам. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас, как молнией. Взоры толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Черноволосая, быстрая как оса, в золотистом, плотно облегавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она казалась существом воистину неземным, Виктор Гюго. Вопросы к платью, что с длиной и фасоном, как оно вело себя в прокате и под софитами. Платье зрители незапланированно увидели за несколько часов до премьеры программы. В сеть попали фотографии Алины с юными фигуристами, занятыми в этом же шоу в качестве артистов. Первым впечатлением для многих оказалось разочарование, спорная длина юбки, довольно тонкие бретели, были и другие вопросы. Но в сценическом свете и в программе платье заиграло совсем по-другому. Появились летящие рукава, цвет стал глубоким и чрезвычайно подходящим Алине, а фасону нашлось объяснение. Наряд цыганки, танцующей босой, это совсем не богатое салонное платье Кристины из «Призрака оперы» и не черно-золотая роскошь Клеопатры. Имитация корсажа, рваный подол, и рукава и умеренное количество камней Сваровски для передачи образа Эсмеральды подходят оптимально. Что касается аппликации, помимо декоративной функции она еще выполняет роль балансира, без нее декольте, возможно, было бы слишком глубоким, и кататься с таким было бы просто неудобно. Вопросы к нарезке музыки, почему использовано столько разных песен, зачем добавлена резкая гитара в середине программы. Музыкальная нарезка к программе насчитывает сразу 5 композиций в разных аранжировках. Историю открывает тема бродяги Ле Санс Папайрс. В начале мюзикла она сопровождает сцену появления цыганского табора, пытающегося проникнуть в Париж и получить убежище в соборе Парижской Богоматери. Мы знакомимся с Эсмеральдой. Далее звучит прекрасно знакомая каждому человеку на планете Бель, исповедь с признанием в любви к Эсмеральде от 3 мужчин сразу, Горбуна Фрода, священника Фрола, и капитана королевских стрелков Феба, лишь в него цыганка по-настоящему влюбляется, отвергая других, что предопределяет ее дальнейшую судьбу. Третий фрагмент, вызвавшая самые большие споры болельщиков, и инструментальная часть песни «Колдунья Ла Сарсайр». Звук электрической гитары действительно воспринимается резко и даже чужеродно, но лишь до того момента, пока не обратишься к смысловой нагрузке песни. Она – призыв отвергнутого священника Фрола к толпе, и Квазимода разглядеть мнимые пороки Эсмеральды, ненавидеть ее, считать ведьмой, похитить и посадить в башню собора.
Эта дикая кошка — злобный дух. Эти руки, гибкий стан, и походка, и глаза — это все наваждение, обман, воплощение зла. Подстереги ее, звонарь, и в башню упеки. Там ей придется день и ночь замаливать грехи. И может быть с течением дней Мадонна жалится над ней. Текст песни «Ведьма» из русскоязычной версии мюзикла. Сама Эсмеральда, над которой нависает угроза потери свободы и жизни, в молитве обращается к Деве Марии, в программе за это отвечает композиция «Ава Мария Паин». И, конечно, просит не только за себя, но и за своего возлюбленного: «Приглядывай за моей любовью, Дева Мария», перевод с французского, хотя ветреный Феб давно о ней позабыл. Наконец, для финала программы выбрана самая драматичная тема среди всех песен мюзикла. «Танцуй, моя Эсмеральда», момент, когда Квазимода мстит священнику Фролло за казнь Эсмеральды, сбросив его с собора, и умирает сам с телом цыганки на руках. «Танцуй, моя Эсмеральда, пой, моя Эсмеральда, дай мне отправиться вместе с тобой. Умереть ради тебя не значит умереть», перевод с французского. Безусловная трагедия судьбы Эсмеральды в сюжете собора Парижской Богоматери неразрывно связана с идеей о том, что ни одно чувство по силе не сравнится с безусловной же любовью. Символ финальной позы и возможность преобразить шоу-номер в соревновательную программу. Символично, кстати, что финальная поза Загитовой, раскинутые в стороны руки и застывший взгляд, направленный в небо, но при этом лишь одно преклоненное на лед колено. В своей молитве Деве Марии Эсмеральда, каясь, произносила слова «Я не умею склонять колен». И даже в своей смерти склонила лишь одно. Даниил Глейхенгаус, который ставил хореографию, в интервью после шоу рассказал: «Эсмеральда в случае необходимости могла бы превратиться в соревновательную программу. Не обсуждалось, какие конкретные исправления были бы внесены, но о некоторых из них можно догадаться логически. Естественно, изменения коснулись бы прыжкового контента. В формате шоу фигуристка сделала только 2 тройных лупса и тройной флип. Вся партерная часть хореографии лежа на льду, в середине программы была бы заменена шагами, связками, прыжками. Дорожка шагов и вращений были бы доведены до соответствия 4-му уровню сложности, дающему максимально возможные в базе баллы за каждый элемент. Программа на музыку мюзикла «Собор Парижской Богоматери» с воплощением Эсмеральды – еще один яркий образ в портфолио обладательницы всех существующих международных титулов в фигурном катании, вставшей в ряд с такими узнаваемыми женскими персонажами, как Китри из Дон Кихота, Далила из Самсона и Далилы, Кармен, Кристина из Призрака оперы, Лара Крофт, Сурвайвор, Клеопатра. Теперь нам просто нужно больше ледовых шоу или соревнований, любых условий для того, чтобы еще не раз увидеть на льду Загитову Эсмеральду.